еле-еле смог провернуть это дело. Пойти по незарегистрированным координатам, вы что, совсем с ума сошли? Какие-то параллельные реальности, временные парадоксы. Чё там такое? Чё за шум? Ой. Стелла! Окей, напомню нашу последнюю цепочку событий. Первое, соединили жидкости. Второе, убили Тадмавриэля. Третье, по счастливой случайности второй раз познакомились с парадоксом с Дериком, который напрямую связан с Лол-ложкой. Не-не-не-не-не, организация, ни капли не палитесь. И, наконец, четвертое, офигели, что ветка, в которой, по идее, до сих пор сидит неотвязанный Вальдхар, почему-то закрыта. Но как? Ее не могли закрыть. Нам явно что-то не договаривают. Напомню мысли. Организация опять врет сотрудникам. По крайней мере, я надеюсь, что именно этот вывод правильный. Короче, мое мнение, в этой огромной организационной бочке меда появилась немаленькая ложка дегтя. Трэш. Всем привет, дорогие друзья, я Лол-ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лол-ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы встретили... Сдерика? А, да, тот самый Сдерик, который повар, который Седрик, который ученый, строитель... А, да, точно, который мой парадокс. Маленькая деталь. Организация хотела провести эксперимент, получится ли отвязать от времени временной парадокс. И, конечно же, по счастливой случайности, это мой парадокс. 0 палева, ну прям 0. Давайте так, данные детали держим в голове, но сейчас для меня самое интересное. Первое, почему кроме Луизы других директоров не видели? И второе, как закрыли ветку, если там сидит Вальдхар? Только вот единственное, ее, получается, не закрыли, просто приврали. Короче, как говорится, разберемся, но напомню, мне также нужен контроль дематериализации. То есть это либо опыт, либо просто очки генома, которые можно О, Сдерик? Лол-ложка. А ты что здесь делаешь? Да, слушай, я просто видел, как ты смотрел на Алана на прошлом километре. Я хотел сказать тебе, что я с ним еще раз поговорил. Он очень удивился. Сказал, что ничего такого страшного не слышал. Да и в целом тебя не подставит. Отстой, конечно, что он так про меня, своего супервайзера, не сказал. Но я и не удивлен. Знаешь, есть у тебя вот эта черта. Тебя либо обожают, либо ненавидят. Повезло, что Алан первая категория. Ну да, Сдерик, тут ты прав. Хотя, знаешь, в последнее время кажется, что чаще все-таки встречаются существа из второй категории. Да, глупость какая. Тебе точно кажется. Говорю как человек, который не 100 километров тебя знает. Слушай, Сдерик, ну ты прости, конечно, но мы давно не виделись. Лол-ложка, как бы ты ни изменился, твоя суть остается неизменной. Я это понял, когда ты вот недавно рассказал мне, что хочешь спасти всех из параллельных реальностей. Само собой, Сдерик. На моем месте любой бы поступил точно так же. Ну, не уверен. Даже не так. Уверен, что нет, Лол-ложка. Я не верю, что никто в организации не знает про другие реальности. А значит, те, кто знают, выбирают скрывать эту информацию и продолжать страдания других. И теперь, когда я тоже знаю, Лол-ложка, я выбираю не стоять в стороне. Чего? Что ты этим хочешь сказать? Я хочу присоединиться и помогать. Ага, как в старый добрый, Лол-ложка. Если ты, конечно, не против. О, Сдерик. Блин, я еще в начале серии хотел сказать, что я, как Рома, к Сдерику отношусь примерно уже, ну, максимально нейтрально. Ничего отрицательного сказать не могу. Как я могу быть уверен, что ты не шпион организации? Не, ну это бред. Конечно, я буду счастлив. Это очень опасно. Ну-ка. Ну, как всегда. Ложка все хочет делать сам, никто ему не нужен. А зачем ты тогда рассказал мне? Чтобы я хранил эту тайну и ничего не делал? Каждый километр, каждый сантиметр чувствовал вину? Нет уж. Я на такое не согласен. Хочешь ты этого или нет, тебе нужны люди, которые будут прикрывать твою спину и делать вкусные сэндвичи. Понятно, Сдерик. Последний аргумент стал решающим. О, Лолошка, дружище, как же я рад, что ты здесь. И я, Сдерик, и я. Иди сюда. Чё за... Ой-ой-ой. Малецкий? Вместе мы найдем способ разгромить организацию.
Была бы только с нами еще леди Акетра. Ой-ой-ой, зачем ты это сказал? И чё это здесь происходит, а? Ложка, объяснись! Ты чё, все это время был на стороне противника? Малецкий, я же... Не, погоди. Я все эти километры верил, что ты мой друг. Считал, что наконец-то в Синклите появился кто-то, кому я могу полноценно доверять. Как ты мог, Лолошка? Зачем, скажи мне теперь, зачем ты подружился со мной? Эй, Кацпер, я же... Пожалуйста, дай мне просто объяснить. Да что тут объяснять-то? Мне хватило всего лишь одной фразы, чтобы понять, что ты предатель. Аса предупреждала меня, говорила быть с тобой осторожным, говорила, но я... Черт! Я не слушал, потому что не хотел в это верить. Тихо, тихо, Малецкий. Неужели одна фраза, которую ты услышал, может сейчас перечеркнуть всю нашу дружбу? Неужели ты так легко от меня откажешься? Ну, Ложка, Нет, да слушай. Ты просто возьмешь и перечеркнешь все, через что нам пришлось пройти? Ты даже не выслушаешь? Не дашь рассказать мне мою сторону, версию событий и так далее? Ладно, хорошо, я выслушаю тебя, Ло. Хотя не уверен, что в этот раз я куплюсь на это вранье. Да не, какое вранье? Ну это тихо. Так, это по-любому важный выбор. Сказать, что Сдерик предатель. Его удалось вывести на чистую воду. Это сильный выбор на самом деле, но нет, я это не нажму. Сказать, что Сдерик говорил про другую организацию, он не поверит. Рассказать правду. Ой, ну по сути, рассказать правду. Спасибо, Кацпер. Будь готов, что это будет долгий и неприятный для тебя рассказ. Ладно. И он был долгий и неприятный. Обалдеть. Чтобы ты понимал, я ничего никогда не слышал о параллельных реальностях. Я не понимаю. То есть, ты хочешь сказать, что помимо бесконечности временных веток, существуют еще какие-то бесконечные реальности? Агент Малецкий. А? Так уж вышло, когда на прошлом километре Лолошка рассказал мне, я тоже не понимал, как уместить это в голове. Но это как будто даже логичнее. У пространства, как и у времени, есть свои альтернативные варианты. Не, погоди. А ты вообще еще и временной парадокс какой-то? Да, такое вот я чудо чудное. Чё? Диво дивное, говорю. Ложка, кажется, наш Сдерик не долечился от болезни. Слушай, Кацпер, ты привыкнешь. Ладно, знаешь, ты был прав. Надо было выслушать тебя. Хорошо, что я на это согласился. Но... Слушай, Лолошка, я уверен, этому есть какое-то здравое объяснение. И тому, что от нас скрывают параллельные реальности, и тому, что их не трогают. Да, конечно, Малецкий. А делать-то что ты теперь будешь? Что? В каком плане? Ну, ты расскажешь о наших планах организации? Нет. Думаю, нет. О, спасибо, Но нет, мне все равно не нравится ваша мысль, что организация занимается этим из злого умысла. Наверняка, повторюсь, этому есть какое-то объяснение, которое мы обязательно найдем. Мы? Ну так да, я с вами. Я тоже хочу разобраться, а заодно не дать вам стереть Синклит до основания. Ладно. Мы осторожно разузнаем, почему все происходит так, как происходит, а потом, успокоенной полученной информацией, вернемся к рутинной работе. Тебе так вообще не стоит высовываться. Почему? Ну, не знаю. Может, потому что у нас не идиоты работают? Ну тут бы я Ладно, продолжай. Ты думаешь, что никто в Синклите не заметил, что мертворожденная ветка появилась из зачищенной твоей? То есть реально не идиоты? Оу. Ладно, еще раз продолжай. Слушай, я не знаю, как ты с этим связан, но даже не пытайся убедить меня, что ты ни при чем. Если даже я смог связать эти факты, то поверь мне, директора в курсе. О, кстати, Малецкий, а где они сидят, а? Чё? Кто? Ну, совет директоров. Я Чего? много ходил по Синклиту, много где был, но я ни разу не был в вагоне совета директоров. Ну так понятно, почему не был. Да, Ложка, туда никого не пускают. Ни у кого нет доступа. Если что-то надо, Луиза сама приходит. Да ё-моё, а почему всегда Луиза? Ну, она вроде как ответственная за коммуникацию между советом директоров и остальными. Угу. Ну так значит, мы должны попасть туда. Если кто-то и может что-то рассказать, почему работа в Синклите устроена именно так, то это совет директоров. Лая? Чё, Кто какая... это? Лая. Малецкий? Ложка! А? Простите,
Я думал, мы просто имена друг друга выкрикиваем. Ой, Э, Сдерик. Так, Лолошка, объясни-ка. Слушай, ну это Сдерик, временной парадокс и по совместительству лучший повар Синклита. А еще мой друг, который хочет помочь мне и Кацпару докопаться до правды. Что? Да правды тебе и... Малецкий? Ох уж это лицо. Да, Лая. Лолошка наконец-то все мне рассказал. Лолошка, Все же рассказал? Да, все, Малецкий, честно. Только вопрос. Лая, а ты-то что здесь делаешь? Как ты попала сюда? о, да, точно. Я, когда поняла, что вы устранили Тадмавриэля, я сразу подумала, что вы захотите закрыть нашу ветку. Но ничего не произошло. Ни в тот же день, ни следующий, ни потом... Ой, что-то мне Лая? нехорошо. Эй, какого черта? Эй, О! Какого чёрта? Лая, очнись! С тобой что? Черт. Так, ты что делаешь? Черт. Эй, Сдерик! Слушай, Лолошка, я понимаю, что сейчас худший момент для этого, но мне нужно бежать. Меня уже начали искать, а нужно делать какой-то огромный заказ для отдела кадров. Блин, ладно, конечно, иди, если что, пиши. Давай. Давай. Ло, у тебя есть идеи, что с ней может быть? Нет, хотя нет, есть. Ну давай, тогда не молчи. Как помочь? У нас с Лай были подозрения, что она начала постепенно привязываться Чё? ко времени, да. Но это Так, же... Малецкий, надо срочно вернуть ее в нашу ветку. Ты чё смеешься надо мной, Ло? Плохой метр ты выбрал для шуток. Я не шучу, Кацпар. Раз Лая смогла сюда прийти, значит ветка не была уничтожена. А в ее телепортационном устройстве наверняка есть координаты, из которых она вышла. Блин. Ну так, если это правда, как мы ее телепортируем-то? Ну как это? Внутренним телепортом в вагон-телепорт, а потом с нашего места в ветку, нет? Нет, ты не понял. Внутренняя телепортация не позволяет брать кого-то с собой. Чтобы никто не мог попасть в отделы, к которым у него нет доступа. Нам придется тащить ее на руках, потом сажать в кресло, и только потом ставить координаты, которые точно засекут в отделе безопасности. Точно, Джованни! Чё? Ну, друг твой из отдела безопасности. Я попрошу его нас прикрыть, чтобы не поднимал тревогу. Да блин, ты правда думаешь, что он согласится на такое? Я не знаю, но мы не можем позволить Лае умереть. Ладно, хорошо. Напиши ему, а я придумаю, что делать с Лаей. Есть у меня тут одна идейка, сейчас принесу. Только мне надо в кровать. Ладно. Блин, что? Джованни написать, да, точно. Держись, Лая, мы поможем тебе. Так, Ло, я уже здесь. Сейчас. Что ты сделал? Новое уведомление. Сообщение Джованни, отдел безопасности. Тема просьба. Давай сначала посмотрим, что я ему написал. Эй, привет, Джованни, это Лолошка. Мы с тобой и Малецкий играли в игру несколько километров назад, помнишь? У меня к тебе странная просьба. Нам с Малецкий нужно будет отправиться по странным координатам. Можешь нас прикрыть и не поднимать бурю, пожалуйста. С меня причитается. Какого черта? Надо это лично обсудить, а не вот так вот в переписке. Эй, здорово! Чё вы там такой Смоленский-то мутите, а? Хотя ладно, не отвечай. Чем меньше я знаю, тем лучше. Ну и раз уж вы это Смоленский затеяли, то ничего опасного для организации, да? За то, что помог мне тогда в игре, так и быть, прикрою. Но мы должны будем потом сыграть во что-нибудь еще. За твой счет, естественно. Удачи! О. Раз вы это с Малецкий затеяли, то ничего опасного. Блин, на самом деле, Малецкий это реально, это самый лучший персонаж, с которым я мог познакомиться. Малецкий, Джованни согласился прикрыть нас. Сказал, что это за то, что я в игре тогда помог. Ну да, Джованни азартный парень, не любит проигрывать и все такое. Для него игра иногда важнее даже, чем реальный мир. Говорит, что в игре проявляется настоящее лицо союзников. Так, смотри, какой невероятный камуфляж я сделал, а? Короче, если кто-то что-то спросит, скажем, что наша подруга провела слишком много километров во времени. Вот. Ну, технически даже не соврем. Сказал бы мне кто километров 100 назад, чем я буду заниматься, никогда бы не поверил. Ну ладно, за работу. Давай, Лаечка, давай. Шевели ножками, все нормально. По чуть-чуть, потихонечку, ага. Присаживаемся. Прикольная, кстати, роба. Ну или что это? Костюм какой-то. Я бы такой носил. Фулл синий. Ага. А я смогу туда? О, и мы тоже. Супер.
Ага. А ветка-то жива. Эй, ты как? В порядке? Давай, дыши, дыши. Это было ужасно. Как будто я проходила временную дематериализацию снова и снова. Хуже, чем действие концентрированного времени. Постоянное ощущение его отсутствия и ощущение бесконечности. Опа. Так значит, мы были правы. Ну, похоже на то. Погоди, а правы в чем? Кажется, привязаться обратно ко времени все-таки возможно, начальник. И это то, через что мне сейчас приходится проходить. Я больше не могу выходить на улицу без скафандра. Я начинаю чувствовать покалывание такое, которое каждый раз с каждым вдохом нарастает. Это еще не полноценное ощущение времени, но и неравнодушие, с каким Стелла гуляет по улицам. Стоп. Погоди. Стелла? Серьезно, Лоид? Прошу, успокойся, Малецкий. Поверь, я бы предпочла, чтобы ее руки, глаза и рты оставались за пределами моей жизни. Особенно теперь, когда у моей жизни снова появляется лимит. Да блин, это... Мне точно нужно пару километров, чтобы все обдумать и во всем разобраться. Какие-то параллельные реальности, временные парадоксы, привязывание ко времени. Чё там такое? Чё за шум? Ой. Стелла! Да, согласна. Это самое большое переживание дня. Ну нахрен. Ну и ладно. Лаечка, это, конечно, капец. А ты дольше в этом синклите не могла торчать, Стелла. Да, и тебе привет. Ну чё, Стелла? Чё ты расселась на полу, Это мода какая-то новая на полу сидеть, да? Я, может быть, тоже хочу. Чё там, в итоге отвязали тебя, да? Ну и правильно. Там любят таких, как ты. Каких, Стелла? Симпатичных, болтливых и глупеньких. Да уж. Слушай, Лая, ты как? Ты в порядке теперь? Думаю, мне, наверное, вернуться в Синклит стоит. Знаешь, нам многое нужно обсудить с тобой и с Вальдхаром. Кстати, Вальдхар, а где он? Остался у Тадмавриэля. Сказал, что будет жить там, пока не разнесет все окончательно в щепки. У него довольно сильный шок или стресс. Хотя... Не знаю, из-за чего у него такая реакция, но, Лолошка, я бы сейчас не трогала его. Настолько нестабильным я его еще не видела. Лаечка, вот этот Вальдхар, о котором вы постоянно говорите, он-то хотя бы симпатичный? Сколько у него сантиметров рот? Стелла! Ну ладно, дайте одинокой женщине помечтать. Вообще, Лай, хватит тебе рассиживаться. Пора заниматься делами. Ну какими, Стелла? Ой, капец, готовить сладкое желе, естественно. Ладно, Стелла. Давайте. Эй, Лолошка, придумай, пожалуйста, способ, как ты можешь безопасно приходить сюда, хорошо? Как мы выяснили, я не смогу больше приходить в Синклит. Точнее, может быть и могу, но после повторной отвязки... Возможно, мы со Стеллой уйдем в какую-то другую ветку, над которой еще будет вестись работа. Только вот я не знаю ни одной ветки, где были бы бункеры, кроме этой и мертворожденной. Как думаешь, Малецкий нас правда не выдаст? Нет, думаю, нет. Я всегда верил, что он будет на нашей стороне, поэтому не говорил ему ничего, потому что не хотел подвергать опасности. О, понимаю. У меня нет такой веры в людей, как у тебя, но, если честно, я бы тоже очень не хотела, чтобы с Каспером что-то произошло. Не готова брать на себя такую вину. В любом случае, Лая, он уже все знает, а значит, наша задача не провалиться. Так, стоп, ты куда? Слушай, Лолошка, спасибо тебе. Спасибо, что ты со мной и что не отвернулся от меня, когда я вела себя как последняя стерва. Я очень хочу победить. И я, Лая. Давай. Пока. Так ветку-то не стерли. А почему мы это не... ну ладно, наверное, потом мы это проговорим. Меня обманывали, всех обманывают, ветки не стираются. Может быть, конечно, эта ветка такая уникальная. Либо совет директоров просто обязан сделать какое-то уведомление о том, что она якобы стерлась, но они-то прекрасно знают о Вальдхаре. Ну, во всяком случае, мне почему-то так кажется. Вот такие пироги. Ну-ка, давай выйдем, на всякий случай посмотрим. Так. Привет всем. Ну... Мир как мир. Заходим обратно.
И получается, Лая реально постепенно начинает чувствовать время. Это прям очень интересно. Телепортер переместится в Синклит. Погнали. Вау. Фух. Ну вот я здесь. Как же я рад, что Лая и Вальдхар в порядке. Ну и Стелла, да. Не уверен, конечно, что можно действительно сказать, что Вальдхар в норме, но он хотя бы живой и не болеет физически. А что касается моральной стороны, ну, мы ее поправим. Так, ладно. Лая действительно начала привязываться обратно ко времени. Настолько, что начала носить скафандр. Значит ли это, что у меня есть шанс исправить все ошибки, как говорил смотрящий, и... вернуть все как было? Вернуть себя во время? Не знаю, Лая вроде как обычный человек. Ее продолжительность жизни в разы короче моей. Сможет ли привязаться ко времени мироходец, чья сила дает ему почти бесконечную жизнь? Ладно, прежде чем размышлять о привязке ко времени, стоит, наверное, определиться с планом. Не нравится мне, что никто не знает, где находится вагон директоров. Если бы я не знал, что Синклит это огромная бюрократическая машина, подумал бы, что этих директоров и вовсе не существует. Но... нет. Они точно есть. И я должен буду их найти, вытрясти из них всю правду, во что бы то это ни стало. Я пешком обойду все вагоны этого поезда, если потребуется. К счастью, время у меня есть. И союзники, надеюсь, тоже будут. Хорошо, что я тогда помог Джованни в игре. Это помогло нам с Смолецки вернуть Лаю в ветку. Хорошо, что я поддержал Алана и вызвался помочь ему. Теперь он не расскажет никому в Синклите о наших со Сдериком планах. О, скольких еще союзников я обрел на этом пути. Скольких мне еще удастся обрести. А скольких я подведу и не смогу оправдать доверие. Надо бы пойти развеяться после сегодняшних событий. Событий чего? Этого километра, получается? Да, в общем, многое изменилось. Все больше дорогих мне людей втягиваются в эту историю, а значит, все выше необходимость победить. И я обязательно сделаю это. Но, да, сейчас все-таки лучше отдохнуть. Выпустить пар и, может быть, подраться с кем-нибудь. Что? О, я понял, на что намек. Намек на те самые подпольные бои. Только, блин, на самом деле мысли так-то очень сильные. Директора точно есть, я должен их найти, вытрясти всю правду. Я обойду все вагоны этого поезда, если потребуется. Но самое главное, что теперь мы на 110% подтвердили. Лая начала привязываться. Значит ли это, что у меня есть шанс исправить ошибки, как говорил смотрящий, и вернуть все как было? Вернуть себя во время. Короче, мы это все узнаем. Все это в будущем, конечно же, будет известно, а пока что, здравствуйте. О, у меня тут какая-то телепортация. Общая лаборатория 1. Ну-ка. Куда это меня телепортирует? А, стоп, так я знаю, что это за место. То самое место, где работает Олли или Патриша. Мне выдали новый доступ, это приятненько, но пока мало. Вагон для тренировок, погнали. Сейчас хочу проверить тот самый бассейн. А если точнее не бассейн, а подвал. Ну-ка. Могу спуститься, действительно. Привет. Это Боб? Интересно. Че, боев вообще пусто, реально? Боб? Привет. Да? Сделать ставку хочешь? Что? Какую ставку? Предложить кандидатуру для боев, отказаться, согласиться. Давай подраться. Без проблем. Следующий бой, на который есть запись, через километр. Условия знаешь. А сейчас свали отсюда. Мне надо кровь оттереть, пока не засохла. Но тут нет крови. Блин, я записался на бой. Ну, то есть, я мог сделать ставку и просто, наверное, заработать или не заработать. Но куда интереснее поучаствовать. Хо-хо-хо. О, господи. Джованни, отдел безопасности. Тема «Ты чё?». Эй, Лолошка, ты... Слушай, я еле-еле смог провернуть это дело. Пойти по незарегистрированным координатам, вы что, совсем с ума сошли? Короче, ладно, я прописал это как ошибку системы и... Хорошо, что еще координаты были близки к мертворожденной. Я надеюсь, ты понимаешь, что за такое мы пойдем проходить самый дорогой квест из имеющихся. У меня как раз следующий километр выходной. Приходи в игровой метров через 400. У меня смена закончится. Я посплю и погнали играть. Блин, ну, то есть он ничего не заподозрил, я правильно понял? И слава богу, на самом деле. Мне так даже попроще. Что ж, в любом случае, тренировочка не ждет, мне нужен опыт. Давай, потягаем гантели, как обычно. И погнали!
Офигеть, 10 секунд осталось. Это мой рекорд. Это реально самое быстрое. 2499 опыта. О, начало писаться сколько опыта. Спасибо, так удобнее. Давай тогда сразу проверим, сколько дается именно за беговую дорожку. Коэффициент 2,5, тренировка. И вот это сейчас будет реально тяжело пройти, потому что я как бы не старался, у меня постоянно на красной прям жопа какая-то. Сейчас будет желтая, готовимся. Ага. Слышали звук? Это мне опыт дали, по-моему. Но тут уже нужно так нормально. Сейчас на оранжевый я уже буду, наверное, страдать. У меня палец будет отсыхать. Но, тем не менее. Так, да, мне дали еще опыт. Я слышал звук. Нет, пожалуйста. Ну, я прям быстро. Правда, я... Давай, 3, 2, 1. Давай! Ну, я очень быстро кликаю, пожалуйста. Почему такой квест сделан? Нет, все, я уже не могу, у меня палец отсыхает. Успеешь? Он успел. Все, он успел. Сколько? 2000? Да это ж столько же опыта! Легче реально штангу тягать и не париться. Обязательно нужно что-то попроще. Цветочки, привет. Ой. Что? Какая у тебя собака интересная? Привет. Да блин, ну иди побегай, что ли. Зачем я тебе зависимость такую высокую поставил? Мне соседи жалуются, что ты скулишь, когда я на смене. Со следующей зарплаты куплю тебе сброс настроек. Слушайте, знаете, когда я наталкиваюсь на таких роботизированных псов у разных сотрудников, я думаю, точно ли мне нужна собака? Я ее еще как-то не настрою нормально, и вообще жопа будет полная. Зависимость на максимум, скулеж на 3000 максимумов. Как же много у меня всякого говна накопилось. Так, смотрите, холодец. Нужно 9 штуковин. У меня 1, 2, 3, 4, 5. Еще 4 вида нужно. А, не, вот еще. Давайте мы их тогда сразу переложим. Итого 7. О, остается еще 2 холодца. На самом деле коллекции собираются реально тяжело. Но при этом самое лучшее все еще грибная, которая дает очко генома. Случайный атрибут. Увеличивает случайный атрибут на 1. Дает 15 тысяч опыта. Коллекция, кстати, не такая тяжелая. Это абстрактные зерна. 5 зерен. Пойдем проверим. Зерно бесконечности, зерно древности и, кажется, все. Походу, это очень редко попадается. О, я могу, оказывается, поговорить. Я назвал этот цветок в честь тебя. И как же ты назвал его? Вонючка. Да, черт! Дурак. Господи. Это было... Не хочу в такую ситуацию никогда в жизни попадать. Значит так, получается привязка ко времени, неистовая ложь организации, Лая, который теперь в бункере может ходить только в скафандре, и самое главное, Малецкий, который теперь точно в курсе обо всем. О, блин, вот это последнее самое опасное. Как он там сказал, всему найдется логическое объяснение? Ну давай, если ты сам поможешь нам найти это логическое объяснение, я только за. Но я правда рад, что Малецкий с нами. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Ваша поддержка — это ваша поддержка. А еще лучший буст мотивации. Правда, еще не было такого, чтобы ваша поддержка не являлась лучшей поддержкой. Она всегда самая топовая. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и привязанная Лая. Офигеть. А самое главное, тотальная решительность и полное понимание в голове Малецки. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.